Тыкву очищаю от семян и от кожицы. 400 граммов тыквы нарезаю кубиками. Одну крупную морковь натираю на крупной терке. Одну крупную луковицу также нарезаю кубиком. И также я потру на терке один небольшой корень петрушки. Вместо корня петрушки можно взять небольшой корень сельдерея. Кастрюлю, в которой буду варить суп, хорошо разогреваю. Добавляю пару ложек растительного масла. Высыпаю в кастрюлю морковь и лук. И лишь слегка пару минут пассерую эти овощи до состояния, когда они немножко обмякнут, и до появления характерного, приятного, аппетитного аромата. Затем я высыпаю в кастрюлю измельченный корень петрушки. Измельченную тыкву также закладываю в кастрюлю. И заливаю горячей водой так, чтобы она только покрыла овощи. И оставляю суп закипать. Тем временем я порежу одну картофелину. Закипевший суп посолим по вкусу. Добавим картофель и оставим вариться до готовности тыквы и картофеля на небольшом огне. Пока суп сам себе варится, приготовим быстрые и вкусные сухарики к нему. Я беру 5 кусочков хлеба, это 200 граммов, и нарезаю кубиками. Корочки с хлеба я не удаляю, мне нравится так больше. По желанию их можно срезать. Хлеб нарезаю кубиками со стороной примерно 1 сантиметр. Затем хлеб поместим в пакет или в судочек, контейнер для продуктов, как вам будет удобнее. К нарезанному хлебу я добавляю 2 чайных ложки сухого молотого чеснока и 1 чайную ложку сухих прованских трав. Затем этот пакет вот так немножко надуваю и хорошенько встряхиваю, чтобы приправы распределились равномерно. Хлеб получается очень ароматным. Но это еще не все. Я добавляю сюда 1-2 столовых ложки растительного масла. И опять делаю такой немного надутый пакет и хорошенько встряхиваю. Ароматный хлебушек высыпаю на противень с бумагой для выпечки. Распределяю хлебушек так, чтобы он лежал в один слой. Кстати, по желанию вы можете готовить сухарики не в духовке, а на сковороде. А я ставлю противень в разогретую духовку до 190 градусов Цельсия или 374 градусов Фаренгейта. Подавать суп я буду с измельченной петрушкой, поэтому сразу ее и порежу. За 15 минут овощи в кастрюле стали мягкими. Правда, время приготовления тыквы может отличаться в зависимости от сорта тыквы. Кастрюлю заливаю 200 мл сливок. Жирность сливок у меня невысокая. Для особенного вкуса и аромата добавлю совсем небольшой кусочек сливочного масла. 5 граммов будет достаточно. Попробуем, достаточно ли здесь соли. Я немножко досолю суп. И также добавлю щепотку черного молотого перца. И просто перебью все ингредиенты блендером до состояния пюре.
Все продукты измельчены и прогреты вместе. Огонь на плите выключаем. К этому моменту наши идеальные сухарики готовы. Очень ароматные, хрустящие, вкусные. Они подойдут не только к этому супу, но и к другим супам и просто как перекус. И суп тоже получается не только красивым, но просто фантастически вкусным. Я так рада, что делюсь с вами этим рецептом, потому что даже те, кто не любили тыкву, теперь ее точно полюбят. Такой суп стоит обязательно приготовить. А также стоит подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам радости, мира и крепкого здоровья. И, конечно, до встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.